это Наташа. Сегодня у нас прикольная тема. Мы будем говорить о советском мультике «Котенок по имени Гав». Сейчас я вам расскажу о самом мультфильме, о том, когда этот мультфильм был создан, и также объясню самые сложные слова и фразы из первой части первой серии. Мультфильм вы найдете тоже на моем канале. Я оставлю вам где-нибудь здесь ссылочку на это видео. Я вам разрезала все серии, чтобы вам было бы удобно смотреть. Вот. И на этой неделе я хочу, чтобы вы посмотрели бы первую часть первой серии. Также всю информацию, все то, что я сейчас буду говорить, и сам мультфильм, и транскрипция мультфильма с переводом, все это вы найдете на моем блоге. Опять же, ссылка где-то будет здесь, я думаю, в этом углу. Итак, этот мультфильм был заснят в студии «Союз мультфильм». Первый выпуск вышел в 1976 году, а последний, пятый выпуск, вышел в 1982 году. Меня тогда даже еще не было. Так вот, у этого мультфильма всего 5 выпусков. Мы будем их смотреть вместе. Я обожаю этот мультик, потому что котенок Гав такой милашка. Он постоянно попадает в нелепые ситуации, но всегда остается таким милым, что просто невозможно не улыбаться, слушая, что он говорит. Этот мультфильм о настоящей дружбе. Щенок Шарик и котенок Гав – настоящие друзья. Он также иллюстрирует заботу взрослых о маленьких и слабых. Вы заметите, что черный кот всегда защищает маленького Гава. Я думаю, это замечательный мультфильм для детей. Я советую вам смотреть советские мультфильмы. Почему? Я назову 2 причины. Во-первых, при помощи мультфильмов вы улучшите свои навыки восприятия русского языка на слух. В мультфильмах нет сложных слов, и картинки помогают понять, что говорят персонажи, поэтому это не будет сложно. И когда вы заметите, что вы понимаете большую часть из всего сказанного, вы будете чувствовать себя хорошо, и вы будете хотеть продолжать слушать дальше. Ну, а когда вы натренируете свой слух и скажете: «Ай, мне уже неинтересно мультики смотреть, я там уже все понимаю», то вы можете переходить на более сложные видео, например, русские фильмы. Во-вторых, русские выросли, смотря советские мультфильмы, и они все еще продолжают их смотреть. Родители дают своим детям смотреть советские мультики, они современные. Конечно же, русские дети также смотрят и современные мультики, но если вы спросите у типичного русского, то он вам скажет, что вот советские мультики это были настоящие, хорошие мультики, а вот то, что сейчас там делают, это так себе, ничего хорошего. Но самое главное, что существует очень много фраз, которые русские употребляют в своей повседневной жизни. И эти фразы пришли из советских мультфильмов. И если вы не будете знать этих фраз, то вы просто-напросто не поймете, о чем идет речь. Например, фраза «Как же туда не ходить? Они же ждут» пришла из мультфильма «Котенок по имени Гав». В чем заключается особенность этой фразы, вы поймете, когда вы посмотрите первую часть первого выпуска этого мультфильма. Так что да, сейчас пришло время включить мультфильм и посмотреть. Если вам нужен перевод, то заходите на мой блог. Ну а сейчас я хочу вам объяснить самые сложные фразы из этого мультфильма, из этой первой части первого выпуска. Приступим. Во-первых, как вы уже, наверное, поняли, русские собаки говорят «гав». Ну или хотя бы русские люди слышат лаяние собак как «гав». Конечно, довольно странно, что кто-то решил назвать маленького миленького котенка «гав», имея в виду, что собаки и кошки почти всегда дерутся между собой. Так, сейчас о фразе «ты чего?». Я думаю, что если вы введете эту фразу в Google Translate, то, скорее всего, вы получите что-то вроде «you what?». Не очень понятно, да? Дело в том, что «ты чего?» — это не полный вопрос.
Полным вопросом в этой ситуации был бы «Ты чего меня зовешь?». Его можно заменить на такой вопрос «Почему ты меня зовешь?». Вот еще несколько примеров с «Ты чего?». «Ты чего кричишь?» или «Почему ты кричишь?». «Ты чего злишься?» или «Почему ты злишься?». «Ты чего такой серьезный?» или «Почему ты такой серьезный?». «Ты чего плачешь?» или «Почему ты плачешь?». Не стоит задавать вопрос с «ты чего» в формальной обстановке. Это будет звучать грубо. У своего друга вы можете спросить «ты чего злишься?». Но если вы говорите с человеком, которого вы почти не знаете, то лучше спросить так: «Почему вы злитесь?». Вы также можете услышать «ты чё?». Это уже сленг. Если вы слышите это среди подростков, то это нормально. Подростки так общаются. Но если незнакомый человек где-то на улице, да еще взрослый, говорит «ты чё?» или «ты чё смотришь?», то это уже звучит агрессивно. Так, еще я хочу поговорить о фразе, которую сказал пес. Помните, он сказал «ах, ты еще дразнишься?». Так вот, что значит дразнишься? Видите, пес подумал, что котенок Гав повторяет за ним, что он хочет посмеяться над псом. Вот потому он сказал, ты еще дразнишься. Значит, ты дразнишься, это значит, что ты повторяешь за кем-то для того, чтобы посмеяться над человеком. Ты повторяешь с какой-то смешной интонацией. Ну и последняя фраза, которую я хочу сегодня обсудить, это без оглядки. Помните, котенок Гав пел? «Убегайте без оглядки, я иду искать». Так вот, что значит без оглядки? Убегать без оглядки значит бежать и смотреть только вперед, только перед собой. Значит, мы бежим и смотрим только вперед. Ни в коем случае не смотрим назад. Без оглядки значит не оглядываясь, не смотря назад. Так вот, убегайте без оглядки значит бежите и смотрите только вперед и не смотрите назад. Без оглядки. Ну вот и все, ребята, видео закончилось. Надеюсь, что оно вам понравилось и вы поставите пальцы вверх. Не забывайте, что на этом канале есть больше видео. Заходите и смотрите их, ведь они сделаны специально для вас. Ну все, сейчас это точно конец, можете выключать. Мы увидимся с вами ровно через неделю, в следующую пятницу. Вы будете здесь? Я буду. Пока!